Задача: построить проекции треугольной пирамиды с заданным основанием. Вершина S находится над плоскостью основания. Боковые ребра пирамиды соответственно равны. SA равно AB, SB, BC, SC, SCA. Вот что мы имеем. Здесь у нас задано основание. На фронтальной плоскости проекции это прямая ABC, A2, B2, C2. На горизонтальной плоскости проекции это треугольник A1, B1, C1. Но нам известно некоторые размеры. Вот этим мы и с вами воспользуемся. Первое, что нам известно, это длина ребер. Построим грань пирамиды на горизонтальной плоскости проекции. И построим ее следующим образом. Значит, нам известно, что ребро SA должно быть равно AB. AB вот это. Значит, SA мы вот это расстояние померим сейчас. Длина 38 миллиметров. 38 миллиметров. И изобразим такую окружность, да, 38 миллиметров радиусом. Дальше ребро SB. SB соответственно BC. BC также измерим. И длина составляет 43 миллиметра. 43 миллиметра. Значит, это отсюда мы проведем радиусом 43 миллиметра. Очевидно, что вот в этой точке, которая у нас получится, что у нас здесь местонахождение точки S. И сама наша грань выглядит следующим образом. Отсюда и до сюда проведем. Вот эта грань. Дальше точно так же построим грань на отрезке BC. Нам известно, что SB у нас оно равно BC, и оно равно у нас соответственно 43 миллиметра. Да, 43 миллиметра. Значит, SB. Значит, построим отсюда окружность, равную 43 миллиметра. Ну, вот она, да. Мы уже строили такую же окружность для нахождения точки S, грани SAB. Теперь в точке C, значит, ребро SC. Ребро SC равно SA, равно CA. Значит, CA имеет размер 47 миллиметров. Проведем окружность, равную 47 миллиметров радиуса. В точке пересечения очевидно, что будет находиться, что вершина пирамиды S и сама грань будет выглядеть следующим образом. Вот здесь точка и C. Вот мы имеем две грани. Эти две грани имеют натуральные размеры, и они лежат в плоскости P1. Теперь проведем перпендикуляр из вершины. И проведем этот перпендикуляр к АБ. Вот перпендикуляр. Этот перпендикуляр продлим. Дальше продолжение. Теперь проведем такой же перпендикуляр к второй стороне. Вот здесь. И дальше проведем продолжение. Значит, мы получили точку пересечения. Теперь давайте подумаем. Вот у нас грань. Если мы в грани проведем перпендикуляр, он попадет в какую-то точку на основании. Точно так же мы с другой грани проведем, попадет на точку основания. Очевидно, что перпендикуляр, опущенный из вершины, будет иметь основанием вот эту точку. Это и будет основание перпендикуляра, проведенного из вершины. Значит, мы знаем следующее теперь. Мы имеем, что наша высота будет находиться на линии связи, которая проходит вот таким образом.
И теперь мы можем построить ребра нашей пирамиды. Ребро вот одно будет идти так, второе так, ну и третье ребро будет идти вот таким вот образом. Таким образом. Значит, на горизонтальной плоскости проекции все, что необходимо, мы построили. Но теперь давайте подумаем, как же нам найти вообще то, где будет на этой линии связи находиться наша вершина. Она будет в какой-то точке. Вот здесь есть ребро SC. Да, SC. Мы знаем, что оно равно CA, вот этой длине. И это ребро SC, вот оно, проходит здесь, да, ребро SC. Но, видите, оно у нас не параллельно, получается, линии пересечения плоскостей проекций. И поэтому величина его здесь не натуральная. Давайте мы найдем натуральную величину этого ребра, как она будет выглядеть. То есть мы это ребро повернем, то есть воспользуемся методом вращения, да? Повернем так, чтобы она стала горизонтально. Горизонтально оно будет у нас находиться вот так. Так, наверное, не совсем точно. Вот, проведем горизонтально. Провели. И точка С займет новое положение. Вот здесь будет находиться. Где будет находиться точка С на фронтальной плоскости проекции. Очевидно, что при применении метода вращения точка С будет перемещаться по горизонтали. И точка С окажется вот в этом месте. Вот в этом месте. Значит, это будет здесь натуральная величина АС. АС. Еще раз смотрим. SC. SC равно SA. CA. Значит, меряем вот эту величину CA. Она длина равна 47 миллиметров. И из точки вот здесь, которую мы с вами получили, эту натуральную величину отложим в месте пересечения, и будет находиться точка вершины. Да, вот вершина будет находиться вот здесь. Ну, теперь нам осталось что сделать? Построить, да, как будет выглядеть на фронтальной плоскости проекции наша пирамида. Значит, она будет идти. Сделаем это красным. Точка А2, С2 и вот эта точка, вот она С, да, вот она. Это для построения точка была. И дальше С2, Б2. Все, нашли. Все мы имеем. Две проекции. Пирамида горизонтальная проекция и пирамида проекция фронтальная. То, что требовалось по условию задачи. Итак, задача решена.